После того, как Российская империя отошла от шока революции 1905 года, власть постепенно подавила открытый протест, но страна уже не была прежней. Семя возмездия за угнетение народа и свержение царизма постепенно прорастало в массах во всех слоях общества. Политический террор не прекращался вплоть до убийства Столыпина в 1911 году. Но все же это было мирное время, затишье перед бурей. Железные дороги, тем не менее, прокладывались по всей стране. В 1909 году она дошла до Астрахани. Транси прирастал все новыми ответвлениями и увеличивал пропускную способность уже построенной магистрали. Однако Амурский участок Транссиба, очень сложный по рельефу, строился медленно. Но 2000 километров железнодорожного пути через горы и безлюдную тайгу в твердой, от вечной мерзлоты почвы и не мог появиться быстро. Строительство участка от станции Куэнга до Хабаровска было начато в 1907 году и сдано в эксплуатацию только в 1916 году, уже в разгар Первой мировой войны. Говорят, что Первая мировая война случилась из-за убийства эрцгерцога Фердинанда Сараева, совершенного сербскими националистами. Но это был только повод, хотя и весомый. Предпосылки к войне были уже давно, и страны блока Антанты и Тройственного союза начали заведомо к ней готовиться. План Шлиффена в Германской империи по войне на два фронта с Францией и Россией был разработан еще в 1905 году, и до 1914 года шла его подготовка для воплощения в жизнь. С 1905 по 1913 годы в железнодорожный строй России было введено около 9000 километров путей, причем значительная их часть являлась стратегическими, ведущими к будущему Восточному фронту, и строились они на французские займы. В 1913 году прошло торжественное празднование в честь 300-летия царствования дома Романовых. Кто бы мог подумать, что незыблемый столб самодержавия скоро обрушится, а за ним пойдет и погрузится в анархию вся Россия. Протяженность ЖД путей в стране к 1914 году составляла примерно 75 тысяч километров, что являлось вторым местом в мире после США. Но эти дороги распределялись на огромную территорию. А плотность железных дорог даже на самой застроенной европейской части в разы отставала от потенциальных противников. Со стороны Тройственного союза к русской границе подходили 32 железнодорожные линии, с российской стороны границы подходило 13 линий. Такое преимущество давало возможность противнику сосредоточить свою армию у границ почти вдвое быстрее. Вдобавок, у них было много рокадных веток, идущих вдоль потенциального фронта. Железнодорожная сеть России была ощутимо менее подготовлена к войне, чем сеть соседей и будущих противников в Европе, Германии и Австро-Венгрии. 28 июля 1914 начнется Первая мировая война. С 1 августа 1914 года в нее вступает и Российская империя. Санкт-Петербург на фоне антинемецких настроений в обществе переименовывается в Петроград. И потянулись бесчисленные вереницы состава в сторону западной границы страны на Восточный фронт. В начале войны Россия территориально поделила транспортное сообщение на две части. Дороги тыла 44 тысячи верст и дороги фронта 22 тысячи верст. Это деление позже сыграет важную роль в исходе войны. На фронтовых дорогах вся власть принадлежала ставке Верховного Главнокомандующего, и действовали законы военного времени. На дорогах тыла работала прежняя администрация. Частные железные дороги, которые не попали в дороги фронта, управлялись так же, как и до войны, из своих штаб-квартир. Мобилизация потребовала огромного напряжения сил. Тем не менее, спецотдел по военным сообщениям умело маневрировал ресурсами и пропускной способностью дорог. Для Австро-Венгрии и Германии была полнейшей неожиданностью такая оперативность России. Мобилизация войск и пропуск эшелонов к линии фронта прошли вполне успешно. С октября 1914 года пик мобилизации и авральных работ был пройден, но интенсивность перевозок на железных дорогах оставалась высокая, и железные дороги не справлялись с отложенными мобилизацией задачами. Так, погрузка хлеба за второе полугодие 2014 года по сравнению с теми же месяцами 2013 сократилась в 2 раза. Как следствие, уже к концу 2014 года страна столкнулась с продовольственным кризисом.
Всего по итогам 1914 года не было перевезено до 2 миллиардов пудов гражданских грузов. Такое резкое сокращение оказало негативное влияние на промышленность и торговлю и явилось предпосылкой к росту цен и спекуляции. На фронте тем временем русские войска пошли в Голицынское наступление и захватили большое количество австро-венгерского подвижного состава, свыше 100 паровозов и примерно 2500 вагонов. Колею с европейской на русскую было решено не перешивать, а пользоваться построенной европейской, в надежде в будущем наступлении получить еще подобные трофеи. Однако противник учел ошибки, и больше таких больших трофеев русским войскам не попадалось. А вот проблема с перегрузкой вещей вместе стыка европейской и русской колеи осталась. После удлинения путей подвоза все больше ощущалось нехватки европейского подвижного состава. Конечно, велись узкоколейки непосредственно к фронту, но они не восполняли в полной мере потребности армии в снабжении всего необходимого. К концу 1914 года союзники России по Антанте смогли стабилизировать Западный фронт. Началась окопная война. На Западном фронте без перемен будет вплоть до 1917 года. Восточный фронт был более подвижен, и Германия решила отойти от изначального плана и покончить сначала с Восточным фронтом, а потом вернуться к Западному. В ноябре 14 года в войну вступает Османская империя, образуется Кавказский фронт. До 17 года турки в целом будут отступать на Кавказском фронте. Основные действия у России происходили на Восточном фронте. И в 15 году ситуация там изменилась в другую сторону. Под давлением массированного немецкого наступления русские войска стали вытесняться из Польши, Литвы и Галиции. Этот процесс получил название Великого отступления. Не желая оставлять противнику железные дороги, российская армия уничтожала их сначала с помощью взрывчатки, а потом другим, более эффективным и менее затратным способом, который предложил прапорщик Червяк, служивший в 4-м железнодорожном батальоне. Он загнул рельс в крюк и прикрепил к отступающему паровозу, тем самым бороздя шпалы и ломая их навсегда. Надо сказать, что при отступлении 1915 года русский подвижной состав противнику почти не доставался. Российская империя остро нуждалась в помощи союзников, которую, как оказалось, было не так-то просто получить. Воды Балтики патрулировали немецкие подлодки, проливы Босфор и Дарданеллы контролировали турки. Оставался путь по северу, а также с востока по Транссибу через полмира из Владивостока. Архангельск, единственный серьезный порт на русском севере к началу войны, имел связь с основной сетью только через узкоколейную линию на Вологду, у которой была ничтожная пропускная способность. К тому же порт замерзал на полгода. Россия остро нуждалась в незамерзающем порту на севере. Первые изыскатели пришли на незамерзающий Мурманский берег еще в 1912 году. В 1915 году основывается незамерзающий порт Романов на Мурмане, но железной дороги здесь еще, конечно, не было. Ветку в том же направлении дотянули только до Петрозаводска на Онежском озере. Тем временем хлынул бесконечный поток беженцев с надвигающегося фронта, необходимо было постоянно подвозить всевозможные грузы к фронту, и все это обрушилось на плечи фронтовых железных дорог, работавших и так на износ. Что же происходило в тыловых дорогах? С начала войны интенсивность перевозок, конечно, увеличилась и здесь. Уже летом 2015 года транспортными специалистами билась тревога, и подавались отчеты начальству с зонами затрудненного и невозможного снабжения продовольствием районов империи. Фактически, еще за 1,5 года до февральской революции из нормального товарообмена были выключены Омско-Колундийский, Зауральский, Алтайские хлебопроизводящие районы. И чем дальше, тем хуже. В 1915 году обычному купцу доставить свой товар по железной дороге, особенно в отдельный от него район, было практически невозможно. Вокзалы были забиты неприоритетными грузами. Тем более, где заканчивалась одна частная железная дорога, начиналась другая со своими порядками. На железных дорогах, не попавших в дороги фронта, ввели литерную, разрешительную систему перевозок. Суть ее заключалась в том, что каждый груз и маршрутная отправка получала свой приоритет важности и, соответственно, очередность перевозки. Военные грузы были самые важные, а дальше как договоришься. Если спрос увеличился, увеличивалась и цена предложения. Коррупция на местах процветала.
В отличие от железных дорог у фронта, у дорог тыла отсутствовало четкое централизованное управление и не было единых правил транспортировки. Был и еще один очень важный тревожный фактор – системное ухудшение цикла обслуживания всего парка, как локомотивного, так и вагонного, выбытие огромного количества единиц в отстой и, соответственно, работа на износ оставшегося парка при малом его пополнении новыми единицами. Такая тенденция грозила обвалом всей системы железнодорожного транспорта. Паровозный парк, особенно у частных железных дорог, состоял из множества различных моделей, в том числе иностранного производства. Запчасти на отечественные паровозы, не говоря уже об иностранных, привезти стало в разы сложнее. Появлялось все больше и больше так называемых «больных паровозов» и вагонов. К этому прибавился рост цен на нефть, уголь и стройматериалы, ограничивающие возможности ремонта и обновления пути. В 2016 году паровозный парк уменьшился на 19% относительно 2015 года, а товарные вагоны на 20%. Но это было только начало конца. После отступления 1915 года империя лишилась Домбровского каменноугольного бассейна в Польше, и пришлось экстренно переключаться на Донецкий бассейн. Также существовала проблема, связанная с закупоркой пути Транссиба в районе Томска, в Западной Сибири, где в то время также резко увеличилась добыча угля, что привело к отправке 15 дополнительных углевозов в день. Это, в свою очередь, препятствовало продвижению поездов, прибывающих с востока. Вразрез с управлением железных дорог в тылу, их строительство проходило по плану и даже иногда его опережая. Приоритетным оставалось северное направление. Ускоренными темпами строилась железная дорога, идущая к Кольскому полуострову, в незамерзающий Мурманский порт. Также узкоколейку до Архангельска перешивали на широкую колею. Продолжалось и строительство Торксиба. До начала анархии на транспорте успели ввести в строй участок от Новониколаевска до Семипалатинска. На Дальнем Востоке амурская ветка Транссиба неуклонно продолжала огибать границы Китая. 30 ноября 1916 года состоялось открытие сквозного движения на Мурманской магистрали, последний из сооруженных в дореволюционный период. А Российская империя будто бы торопилась доделать все свои дела перед тем, как пойти на заклание. Во второй половине 1916 года, когда железные дороги дошли до полного переутомления, это подняло волну общего недовольства. В столице же продолжалась мирная жизнь, как будто бы войны не было. О войне напоминали многочисленные военные, уставшие от этой войны, которые готовили опять поехать на фронт. Но перебои с поставками хлеба, ввиду транспортного коллапса, пришли и сюда. Началось все с погрома хлебных лавок, но это было только начало. Не только военные, но и народ устал от войны. Высшие и низшие сословия винили во всех неудачах царя. Вот тут-то и наступила февральская революция. События февральской революции разворачивались очень стремительно. 21 февраля император уезжает в Ставку в Могилев. 22 числа в Петрограде образуются длинные очереди за хлебом. Начались забастовки. 25-го император приказал, используя любые средства, подавить волнение, но восстание только набирало обороты. К утру 26 марта 1917 года в Петрограде уже была полная анархия. В ночь с 26 на 27 восстала часть армии. Волынский, Литовский, Преображенский полки. И вот тут ситуация стала совершенно неуправляемой. В столице появляется Временный комитет Государственной Думы, который возглавил Родзянко, предложивший Михаилу Александровичу, младшему брату самодержца, взять бразды правления страной в свои руки. Новость о том, что Петроград взбунтовался, летела по железной дороге и распространялась по стране. Железнодорожники стали главным вестником февральской революции. 27 числа Николай II отбывает из Ставки и направляется в Царское Село к своим заболевшим корью детям. Он почти до последнего не понимал, какая опасность над ним нависла. В этот же день генерал Иванов по железной дороге с войсками направился в Петроград водворять порядок. Но войско Иванова до Петрограда не добралось. Железнодорожники просто-напросто их не пустили. Как не пустили восставшие войска и самого царя в сторону Петрограда. 28 февраля Временный комитет Государственной Думы объявил, что берет власть в свои руки ввиду прекращения правительством князя Голицына своей деятельности.
Этим же днем на станции Малая Вишера императорский состав вынужденно развернулся и на станции Балагоя отправился на запад в сторону Северного фронта в Пскове. Только теперь, проезжая мимо станции Дно, Николай II понял, как далеко зашло дело, но не осознавал до конца масштаб трагедии. В Пскове он не получил желаемого заступничества от армии в лице генерала Русского. Тогда командующим фронтами, начальнику штаба Алексееву, были разосланы телеграммы с запросом их мнения об отречении Николая II от престола в пользу цесаревича Алексея. И командующие поддержали идею отречения от престола. Все как один. 2 марта 1917 года опустошенный Николай II подписал манифест об отречении от престола в пользу своего брата Михаила. И на тот момент Николай II не понимал всю ужасающую опасность, нависшую над ним и его семьей. Вечером 3 марта императорский поезд подошел обратно к Могилеву. Оттуда Николай II отправил свою телеграмму младшему брату Михаилу, называя в ней его уже императором. Но великий князь Михаил Александрович не решился принять престол и стать Михаилом II. Вся власть огромной Российской империи от северных Мурманских берегов до южных барханов пустыни Каракумы была отдана Временному правительству. 8 марта Николая II фактически арестовывают, и он отправляется, пока еще под вежливым конвоем, последний раз в царском поезде в Царское Село. Железные дороги Российской империи в Первую мировую войну так и не стали единым военным механизмом, в отличие от Великой Отечественной войны. В апреле 1917 года США вступят в войну, и теперь доставляемые грузы во Владивосток увеличатся в разы. Владивосток превратится в самый большой склад в мире. Порт будет переполнен скопившимися всевозможными товарами от союзников. Оружие, боеприпасы, сотни километров колючей проволоки, колесные пары для вагонов и многое другое будут лежать мертвым грузом в доках и под открытым небом. Владивосток превратился в огромный склад с открытыми настежь дверями. Но в столице до того дела не было, ведь там творились дела посерьезнее. Временное правительство надеялось стать постоянным. Радикальные большевики мечтали о власти, военные больше не понимали, за что им сражаться, а локомотив под названием Российская империя на всех парах неминуемо приближался к пропасти. Страна была на пороге Октябрьской революции, а затем и Гражданской войны. Надеюсь, ролик был полезным. Все то, что в него не вошло, смотрим в телеграм-канале. А если хотите поддержать развитие канала, оформляем платную подписку в ссылке в описании. Спасибо всем тем, кто уже подписался. С вами был канал Просветись.